Приветствую тебя! Ты попал на новый ролик. Перед его началом я хочу попросить тебя скромно поставить лайк, написать комментарий, ведь это очень сильно влияет на продвижение данного ролика. Также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ну а самая лучшая поддержка — это подписка на мой Бусти или платный телеграм-канал. Там ролики выходят на день раньше. Ну а все ссылки ты найдешь в описании. Приятного просмотра. Аниме начинается с того, что мы встречаем Эванджелина, 700-летнего вампира, который рассказывает нам о своем опыте вечной жизни. Рассказывая о неизбежном негативном аспекте жизни так долго, где вы можете наблюдать, как проходит время, пока его любимые остаются в забвении, а ты вынужден продолжать скитаться по свету, в одиночестве. Девушка продолжает свою речь, пока мы не увидим, как ее пессимизм меняется на противоположный, когда она думает о проте по имени Таута, что заставляет ее вернуться к реальности и поблагодарить за еще один прекрасный день. Ниже мы видим, как он вместе со своей группой друзей ждет, спрятавшись на дереве, готовый неожиданно напасть на Эванджелин, которую они знают под именем Юкихиме, когда она явно приблизится, которые, как только девушка подойдет достаточно близко, бросаются на нее с оружием в руках. Я намерен победить ее. Однако, несмотря на численное преимущество и засаду, Эванджелин использует свои магические силы, чтобы создать защитный барьер, останавливая атаку мальчиков и сразу же отражая их. После этого мы узнаем, что девушка является профессором академии, в которой учится Прота, где она объясняет, что молодым людям будет разрешено покинуть виллу и отправиться в столицу, если им удастся победить ее в бою. Факт, который она использует, чтобы злорадствовать из-за того, что избежала нападения Проты и его друзей, тех, кого она ненавидит, который унижает себя перед одноклассниками. Именно тогда мы узнаем, что Эванджелин является законным опекуном Прота, которого она воспитывает как своего собственного ребенка, но несмотря на их отношения, она не проявляет никакой жалости к его жалобам и нытью. Позже, после уроков, мы можем увидеть, как другой учитель советует девочке не быть такой суровой с этими учениками, хотя она несколько неохотно упоминает, что в некотором смысле она может быть права. Позже мы видим, как Прота и его друзья выходят из академии, когда они обсуждают, как победить профессора, учитывая, что теперь они знают, что она может использовать магию, демонстрируя свое желание покинуть виллу и добраться до столицы с целью взобраться на большую башню, которая, как они надеются, поможет им победить. Он находится там. Затем Таута прощается со своими друзьями и спешит в другое место. Именно там мы узнаем, что сегодня годовщина смерти его родителей, которые погибли в автокатастрофе 2 года назад. Поэтому мальчик идет к могилам, чтобы поговорить с ними и рассказать им о том, что случилось. Ее жизнь не то, что происходит. Там нам рассказывают, что Прота потерял память после аварии, поэтому он ничего не помнит о своей жизни со своими родителями, но, к счастью, его выбрала Эванджелин, которая решила заботиться о нем как о собственном ребенке и оказывать ему необходимую поддержку. Поговорив со своими родителями, мальчик прощается с ними и со своим дедушкой, который был похоронен на том же месте. Но из ниоткуда, когда он собирается уходить, кто-то представляет себе облик рыжеволосого молодого человека с тростью, который наблюдает за ним и упоминает ему, что его убили. Они ждут на вершине большой башни. Его слова сбивают с толку Прота, который явно через несколько секунд поворачивается, чтобы спросить, кто он, однако призрак уже исчез. Позже вечером мы можем увидеть, как Прота просит Эванджелину научить его пользоваться магией, но она отказывается сотрудничать с ним, потому что через несколько дней после этого призрак исчезает. Что случается после неудачной попытки победить ее в бою, Прота и ее друзья принимают заманчивое предложение профессора Татибаны, того самого, который рекомендовал Эванджелине не быть такой суровой по отношению к ученикам, который предлагает мальчикам научить их использовать магию за спиной профессора. После этого мы можем наблюдать, как мальчики подходят к учителю, используя палочки и разжигая ими огонь. Однако, несмотря на его попытки, Прота, похоже, не имеет никакого отношения к магии, поэтому Татибана предлагает ему использовать другую стратегию. Именно тогда он вручает Проте специальный браслет, который он будет использовать, чтобы блокировать магию Эвангелина, поэтому мальчику нужно будет только найти способ остановить его. Заставить ее надеть это, и все готово. Позже мы увидим, как Прота мучается, думая, как заставить девушку поверить, что браслет — это подарок для нее. К счастью, в определенный момент появляется Эванджелина, увидев аксессуар и услышав, что это подарок, она принимает его. Так что на следующий день мы можем увидеть, как она одевается браслет на улице, когда внезапно на него устраивают засаду друзья Прота, которые используют магию, чтобы телепортироваться к ним, не мобилизуя ее.
В то же время мы можем наблюдать, как кто-то, который не умеет хорошо пользоваться магией, отчаянно бежит к месту, согласованному для битвы. С другой стороны, Евангелида признает, что попытка устроить засаду была довольно удачной, потому что она полностью выведена из строя. Но внезапно, когда мальчики сказали ей, что они стали сильнее, появляется эта Чивана и неожиданно избивает молодых людей до полного нокаута. После этого он приступает к вызову группы острых кольев и стреляет ими в все еще обездвиженную девушку, чья магия заключается в том, чтобы нейтрализовать ее с помощью браслета, не давая ей укрыться, и в результате чего она получила множественные проколы в теле. И после этого нам стало известно, что Татибана на самом деле является тайным охотником за головами с целью убийства Эванжелин. Сразу после этого, чтобы все не вышло из-под его контроля, мужчина поднимает меч, чтобы прикончить девушку. Но когда он собирается атаковать, его прерывают из-за Тауты, который быстро прибывает и пытается ударить его своим деревянным мечом. Однако Ташибана отбивает его атаку, не теряя ни секунды, телепортируется рядом с мальчиком и безжалостно отрубает ему руку, оставляя Прота в полном шоке, у которого есть только шанс услышать, как его враг делает это, называя меня неудачником по всему лицу. Затем, когда мужчина собирается добить его, появляется Эванжелин, и ему удается заблокировать атаку своей собственной рукой. Именно тогда девушка признается Проте, что его подарок сделал ее очень счастливой, и что его усилий и усилий его друзей, чтобы победить ее, было достаточно, чтобы она смогла победить. У него явно есть ваше одобрение. Затем этот мотив прерывает мужчина, который хладнокровно продолжает калечить тело Эванжелины, заставляя ее упасть на землю, разрывая на части, оставляя Прота еще более потрясенным тем, что он видит, которого сразу же после этого Шивана пронзает своим мечом. Ниже мы увидим, как Прота переживает свои последние минуты жизни, думая обо всем, чего он не достиг. Чувствуя себя буквально неудачником, этот мальчик автоматически принимает свою смерть, когда внезапно осознает, что его опекун все еще жив, который поднимает голову, чтобы показать Проте, что он еще жив. Как и у него есть шанс стать бессмертным, и для этого он должен решить, хочет ли он умереть в этот момент или возродиться монстром, выпив ее кровь с земли. После этого, совершенно сбитый с толку, мальчик видит, как Эванжелин теряет сознание и начинает проливать большую часть крови перед собой. Далее мы видим, как Татибана собирается уничтожить друзей Тоты, когда его внезапно прерывает он, который бросает в него свою руку, а затем бросает в него. С большой решимостью он набрасывается на своего соперника. Увидев это, Татибана использует свою физическую силу, чтобы отразить атаку мальчика, и использует свою магию, чтобы нанести ответный удар взрывной силой, в результате чего Прота автоматически падает на землю, который сразу же после этого встает в полном гневе, излучая огромное количество энергии в его теле, который продолжает концентрировать свой кулак, чтобы нанести ответный удар. Чтобы нанести смертельный удар по своему врагу, автоматически отправив его в полет в Ташибану и заставив его врезаться в машину. Затем Прота теряет сознание, а через некоторое время просыпается рядом с Эванжелин, которая объясняет ему, что произошло, и открывает молодому человеку, что теперь он бессмертен. В дополнение к этому признается ему в своей истинной личности и рассказывает ему о смерти своих родителей, которые на самом деле не умерли в младенчестве. Они попали в аварию, но были убиты, и на смертном одре они умоляли девушку позаботиться о Татё и ее сыне. После этого Эванжелин выражает Протону чувство вины, которое она испытывает за то, что сделала его бессмертным, из-за всей печали, которую она явно сейчас испытает. Но молодой человек со своей стороны выражает волнение по поводу этой новости и благодарит девушку за то, что она заботилась о нем все это время, поскольку этого не произошло бы кто угодно. Он также упоминает, что хотя вечная жизнь — это не то, чему нужно радоваться, по крайней мере ты можешь быть рядом с ней. Позже мы увидим, как Эль Прота и Эванжелин собираются отправиться в путешествие в столицу, так как им небезопасно оставаться в этом месте. К тому же Эль Прота и Эванжелин не могут быть счастливы. Он притворяется, что встречает то призрачное существо, которое он видел раньше. Ниже мы видим, как вы оба отправляетесь в свое путешествие по пустынным улицам этого региона. Именно там мы узнаем, что большая часть населения Японии сократилась, а четверть суши была отключена, в результате чего улицы стали длинными и совершенно пустыми. Однако это снижает волнение Проты по поводу приезда в столицу и поиска новых друзей. Позже мы видим, как кто-то купается в озере, которое было совсем рядом, когда он размышляет о своем новом бессмертии. Как вдруг, плавая в воде, он натыкается на совершенно обнаженную девушку, который удивлен, увидев его, и атакует его своим мечом, заставляя Прота резко отступить. После этого мы узнали, что на самом деле речь идет о парне по имени Курамару, у которого нежное и женственное лицо, поэтому Прота буквально принял его за женщину.
Позже мы увидим, как он болтает после их первой встречи. Именно там нам становится известно, что молодой человек принадлежит к богатой семье, происходящей из Большой башни, и этот факт очень волнует Прота. Затем Курамару упоминает, что он находится в этом месте с миссией по охоте на Эванджелину, и в этот самый момент он замечает, что у Прота нет рефлекса, чтобы преследовать Эванджелину, что заставляет этого насторожиться. Сразу после того, как появляется Эванджелин и увидев ее, мальчик быстро бросается на нее с намерением убить, но его атака очень легко блокируется. После этого мы видим, как девушка одним ударом пронзает тело своего противника, мгновенно прикончив его, что приводит всех в полный шок тот, кто встревожен тем, чему он становится свидетелем. Однако именно там мы обнаруживаем, что, по-видимому, мальчик тоже бессмертен, потому что его рана очень быстро закрывается, как будто ничего не происходит. После этого молодой человек снова встает с намерением продолжить битву, но Эванджелин отказывается дать ему еще один шанс, поэтому он решает, что это не так. Чтобы сразиться с ней, он должен сначала победить Тауту, условие, которое Курамару немедленно принимает. Поэтому, не колеблясь ни секунды, молодой человек набрасывается на Прота, чтобы уничтожить его. Поэтому Таута вынужден сражаться, даже если он не полностью согласен. Именно здесь они оба начинают ожесточенный обмен ударами, в результате чего Эванджелина удивляется мастерству обоих. Однако в определенный момент Курамару удается нанести смертельный удар, отрубив голову Проту и на этом завершив бой. Чего он никак не ожидал, так это того, что тот использует свое обезглавленное тело, чтобы поднять его голову из воздуха и снова положить на нее, чтобы впоследствии нанести мощный удар над своим противником, сбив его с ног и полностью выиграв битву. После этого мы видим, как совершенно смущенный Курамару просит покончить с ним, что он больше не хочет жить. Но Прота говорит ему, что на самом деле все, чего он хочет, это быть его другом. А позже мы увидим, как оба мальчика отдыхают на горячих источниках, как будто они буквально друзья детства. Все это время Эль Прота просто пытается сломать лед, а Курамару пытается подружиться с ним, но тот отказывается, несмотря на то, что подписал контракт с Прота. Поэтому Атаута приходит в голову забраться на скалу, чтобы шпионить за Эванджелином просто для развлечения, и хотя его друг не сопровождает его, он все равно пытается это сделать. Поднимаясь наверх, он может заметить присутствие миниатюрной молодой блондинки, но через несколько секунд обнаруживает, что это Эванджелин, которая раскрывает ему свою истинную форму, ограничивая это тем, что ее взрослое тело – не что иное, как маскировка. После этого девушка предлагает Проту показать ей свое тело, если ему удастся снять с нее полотенце, как если бы это была какая-то тренировка или что-то в этом роде. Но парень отвечает ей, говоря, что ему это не интересно, так как его истинная форма очень плоская. Факт, который заставляет Эванджелину злиться и заставляет его отказаться. Я постоянно атакую ледяной магией. И здесь мы можем сказать, что Прота буквально облажался с этим ответом. Но мы продолжаем аниме. К счастью, Курамара быстро реагирует и спасает Прота от падения. После этого он бросает Прота обратно в Эванджелину, заставляя Тату снять с него полотенце, так что после проигрыша девушка намеревается показать свое обнаженное тело Проте. Но тот снова говорит ему, чтобы он не трогал ее. Он заинтересован в том, чтобы увидеть ее, поскольку ему не нравятся пожилые женщины, что автоматически приводит к тому, что она неоднократно топчет его, что неизбежно вызывает у Курамару сильный смех, который после этого наконец соглашается стать частью ее группы. Вдобавок ко всему, молодой человек становится новым учеником Вангелин после того, как она предложила себя в качестве тренера, чтобы помочь ей. Позже мы увидим, как группа возобновит свое путешествие в столицу. Когда они продвигаются вперед, предположив, что по всему миру должно быть много бессмертных людей, Проте приходит в голову, что было бы неплохо сформировать группу таких же бессмертных товарищей, как и они, и использовать их способности, чтобы помогать людям в их поисках. Люди. Услышав это, Эванджелин очень смеется, которая рассказывает, что в прошлом она вместе с другом решила создать аналогичную организацию. Пока она говорила, ее прерывает группа машин, которые подъезжают и останавливаются перед ними. По прибытии они видят, как из машин выходит огромная группа людей, которые подходят и здороваются с Эванджелин. Именно тогда она показывает, что на самом деле она уже создала организацию бессмертных людей именно так, как планировал Прота, и он называется Акаулда, как и название нашего аниме. Ниже мы видим, как Прота и компания отправляются на корабле на секретную базу организации, где Прота более взволнован, чем когда-либо прибытием в пункт назначения. В то время как с другой стороны Эванджелин разговаривает с Карин, одной из его подчиненных, что полностью демонстрирует «я презираю Прота из-за его грубого отношения и неуважения». Именно тогда, услышав слова Эванджелин, мы обнаруживаем, что и Карин, и Эль Прота кажутся буквально двумя сильнейшими существами в организации. Поэтому она говорит ему, что они должны научиться ладить.
Позже, по прибытии на секретную базу, Тота встречает Йонгора, а попутно и Ику, двух парней, которые отвечают за то, чтобы немного рассказать ему об этом месте. Раскрыв, что в держателе Уку обитают всевозможные бессмертные существа, такие как звери, или магические существа, и сообщить об этом Проте, что и он, и его друг должны пройти испытания, чтобы быть принятыми в указанную организацию, в которой каждый должен будет встретиться с одним из них, и если им удастся нанести хотя бы один удар до 7-го дня, они, несомненно, смогут войти. После этого мы видим, как Карин предлагает сразиться с Эль-Прота, в то время как Курамару сразится с Генгара. Услышав это, как только они начинают испытания, Прота прыгает на девушку, чтобы ударить ее, как это сделал бы любой фанат T-Match. Но ей удается отразить его атаку легко с его молотком. В то же время Комару, который набросился на своего противника и внезапно атаковал, не смог нанести ни одного точного удара. После этого мы видим, как Прота и его друг сидят и думают о том, насколько тяжелым является это испытание и как они смогут его преодолеть. Именно здесь они внезапно видят, как мимо проходит сотрудница по имени Синобу, несущая большие мешки с мусором. Так что, увидев, как она споткнулась, они решают немного помочь ей немного погодя. Представившись, они обнаруживают, что девушка – обычный человек без магических способностей, работающий в гостинице. Затем мы видим, как Прота предлагает помочь ей с домашними заданиями, чтобы немного отвлечься от вступительного экзамена. Чтобы позже мы могли увидеть, как оба мальчика загружают коробки, полные тарелок, и несут их на склад. Как вдруг Прота слышит голос, который говорит ему: «Мальчик, я не знаю, что ты делаешь». Он указывает путь, заставляя их направиться в какое-то место и спуститься по длинной лестнице, которая ведет туда в своего рода гигантскую пещеру со зданием, внутрь которого они решают направиться. Добравшись до здания, они замечают присутствие пьяного мужчины, который также оказывается агентом организации, который здоровается с мальчиками и представляется как Цзиньбэй. Там мы обнаружили, что несмотря на его неуправляемую внешность, он оказывается вторым по силе, явно после Эванджелин. Затем этот человек показывает Проту волшебный меч, выкованный великим волшебником, который найден погребенным в каком-то камне в форме куба. После этого он предлагает мальчику попытаться достать его и использовать, потому что у него буквально нет никакого оружия. Но несмотря на то, что он сначала отказывается, он решает попробовать, только чтобы понять, что его невероятно трудно достать. После этого Цзиньбэй пытается немного рассказать ему об истории меча, но как раз во время этого разговора Прота слышит голос, который подсказывает ему, как вытащить меч. Поэтому молодой человек пытается сделать это снова, следуя инструкциям голоса, сумев завладеть оружием. И впоследствии обнаруживает, что этот голос исходил от того самого меча, который, как мы выяснили, называется Куроба. После этого мы можем увидеть, как оружие комментирует, насколько скучным оно было, упоминая, что с тех пор, как им владело, прошло очень много времени. Поэтому он решил выбрать Прота в качестве своего первоначального владельца. После этого Джин Пекин был в курсе всего этого. Он продолжает показывать Проту, на что способно оружие, поскольку, по-видимому, это оружие очень, но очень мощное, объясняя, что человек, которому удается овладеть им, способен изменять его вес по своему желанию, факт, который дает пользователю большое преимущество, когда дело доходит до проведения мощных атак. Однако этот человек упоминает, что для того, чтобы правильно им пользоваться, ему придется очень много тренироваться. Но Прота полностью готов сделать все возможное, чтобы предоставить такое оружие. Ниже мы можем наблюдать, как оба молодых человека очень усердно тренируются, совершенствуя свои физические навыки и владение своим оружием, с целью подготовки к вступительному экзамену. Наступает момент, когда мы видим, как Прота и Курамару противостоят своим противникам. С одной стороны, мы видим, как Генгара легко уклоняется и блокирует все атаки молодого человека, одновременно радуясь его заметному улучшению. Однако добавляет, что несмотря на свою хорошую технику, Курамара действительно предсказуем. Между тем, мальчик постоянно думает, что он может сделать, чтобы пробить защиту своего соперника. Как вдруг Генгара решает яростно атаковать, нанося множество ударов и жестоко ранив своего противника. К счастью, в этот момент отчаяния Курамару думает о том, как Прота разрешит такую ситуацию. Поэтому он решает использовать тактику, аналогичную той, которую Тота использовал в своей предыдущей битве, приблизившись к своему противнику и позволив ему отрубить ему руку, чтобы впоследствии взять под контроль Элли, нанести ему удар в спину, получив шанс победить. Победы – успешное прохождение вступительного экзамена. С другой стороны, Прота продолжает сражаться с Карин,
где мы можем видеть, как девушка успешно уклоняется и блокирует все его атаки. Пока в определенный момент, используя особое качество своего меча, юноше удается заставить девушку потерять равновесие. Но когда Таута собирается пройти испытание, она останавливается, услышав крики Синобу, которую внезапно загнала в угол группа внезапно появившихся гигантских монстров. Поэтому молодой человек бросает бой и бежит ей на помощь. По прибытии он осознает ситуацию и пытается броситься на монстров, не задумываясь, но его останавливает Карим, который приказывает ему дождаться подходящего момента, чтобы он мог спасти девушку, пока она их отвлекает. Таким образом, юноше удается спасти Синобу, в то время как его спутница уделяет ему время, а затем, отведя молодую женщину в безопасное место. Тота снова бросается на оставшихся монстров и после настройки своего меча, умножив его вес на 50 тысяч, падает как метеорит посреди всех, распадая их на части мгновенно. Позже мы увидим, как Эванджелин поздравляет Эль Прота и Карин, которые объясняют, что звери, возможно, сбежали через нижнюю часть помещения. После этого, поняв, что время теста истекло, Эль Прота пытается умолять дать ему еще 5 минут, но ее противник автоматически отказывается. Однако Карин отмечает, что если вы подсчитаете урон, который она получила, когда Прота провела свою последнюю атаку, они могли бы посчитать это ударом за то, что Тота официально прошла тест. После этого мы увидим, как Эванджелина поручает Протому и Курамару их первую миссию, которая заключается в том, чтобы спуститься и уничтожить остальных монстров, сбежавших из-за них. Впоследствии Прота и Курамару отправляются на свою первую миссию, в которой они должны принять участие в качестве поддержки Карин. Наши герои отправятся в 21-й округ, район, охваченный бедностью и забытой столицей, с целью помочь наиболее нуждающимся жителям. По прибытии мы видим, как Прота и компания помогают членам приюта, которые поражены кулинарными способностями Туты, который после проигрыша побежденным был вынужден готовить для всех. После еды во время разговора с попечительницей приюта женщина рассказывает, что их заставляют покинуть свой дом какие-то люди, которые обычно приходят ночью и угрожают им, добавляя, что по этой причине они обратились за помощью к держателю Уку. После этого мы можем увидеть, как Прота тренируется быстрому движению, с помощью которого он приобретет больше силы и ловкости. Когда внезапно после пары попыток почувствовать, что он уже освоил упражнение, мужчина, который наблюдал за ним, быстро приближается к нему и наносит удар, от которого он теряет равновесие. Он отправляет его в полет. Затем незнакомец указывает ему, что он должен выполнять упражнение правильно, но явно раздраженный Прота его не слушает. После этого мужчина признается, что он странствующий мастер боевых искусств, и спрашивает мальчика, не хочет ли он научиться рукопашному бою, но тот отвечает ему, что он просто пытается выучить быстрый шаг, чтобы научиться рукопашному бою. Иметь возможность побеждать побежденных, так как Карин указала ему, что если он будет практиковать эту технику, ему будет намного легче. Затем мужчина дает небольшую демонстрацию своих способностей Протону, который очень поражен его скоростью. Впоследствии он демонстрирует еще большее мастерство в этой технике, используя ее даже не касаясь земли и двигаясь по воздуху с большой ловкостью. После этого мы обнаруживаем, что незнакомца зовут Кайта, и этот комментирует Проте, что он кажется ему действительно талантливым. Поэтому он решает помочь ему тренироваться в шаге быстро, показывая вам очень эффективный способ попрактиковаться в своей технике. Позже вечером мы увидим, как кто-то готовит и ест ногами, совершенно не используя руки, что очевидно вызывает любопытные мнения среди его сверстников. Однако результат странной армии заметен, так как на следующее утро мы видим, что его результаты значительно улучшились, хотя, по словам Кайта, этого недостаточно. Поэтому мы можем видеть, как Прота усердно тренируется в течение следующих нескольких дней, используя свои ноги для абсолютно всего, что он делает. Затем в определенный момент мы можем увидеть, как Кайта встречается с двумя загадочными людьми, которые его ждали. И после объяснения причины своего опоздания он превращается в чудовищное существо в форме оборотня. Именно тогда мы узнаем, что трое мужчин – охотники за бессмертными, и что они находятся на месте, чтобы уничтожить жителей. Затем мы видим двух охранников, принадлежащих держателю Уку, которые охраняют всю территорию. Они убиты тремя жуткими существами, которые появились из ниоткуда и применили огнестрельное оружие, чтобы уничтожить их.
В то же время мы можем наблюдать, как на Карин нападает один из охотников, когда она купается. К счастью, несмотря на то, что им не удается разглядеть своего врага, но пока они уже не настигли его. Девушке удается активировать барьер, чтобы защитить себя от выстрелов своего соперника, а затем нанести ответный удар, используя оружие. Тот же пистолет вашего врага. К сожалению, выстрелы блокирует мужчина, который после различных провокаций в адрес девушки снова бросается на нее, умело размахивая ножом. Однако, несмотря на неловкую ситуацию, Карину удается дать ему отбить его атаку и нанести несколько точных ударов. После этого мужчина наносит прямой удар ножом девушке в шею, но, заметив, что рана никак не проявляется, на мгновение сознательно продолжает атаковать, пока его не остановит, когда Карим не нанесет ему сильный удар в живот. Затем ему удается обездвижить его, но мужчина использует свои силы, чтобы вытащить пистолет и выстрелить девушке в рот. После этого мы можем наблюдать, как Карин падает на землю от боли. Именно там мы обнаруживаем, что несмотря на то, что она не пострадала, она все еще может чувствовать боль. С другой стороны, нам стало известно, что ее соперницу зовут Чао, и она профессиональный наемник, который признается, что его единственная цель задержать ее. Возвращаясь с Протой, мы видим, как он собирает мусор с новичком, маленьким мальчиком, с которым он подружился, как вдруг они замечают большое препятствие. Пожар, исходящий из деревни, который был спровоцирован ужасными существами прошлого. В то же время мы видим, как трое из них появляются возле Прота и бросаются на руки, чтобы убить его. Но когда они собираются причинить вред мальчику, его спасают Прота и Курамару. Затем мальчиков окружает группа этих существ, которых они называют марионеткой изумления, которые пребывают в сопровождении двух других оставшихся охотников. В этот момент Тота говорит мальчику, что он убегает и готовится встретиться лицом к лицу со своими соперниками. Чего он не ожидал, так это того, что Кайта бросится на него с невообразимой скоростью и наложит на него печать против вампиров, полностью исключив его из битвы. Поэтому Куруму вынужден отступить, в одиночку противостоять этим могущественным противникам. С другой стороны, мы видим, что Чао полностью избивает Кариму, которая в конечном итоге использует свои теневые способности, чтобы обездвижить и пытать ее. Возвращаясь к Курамару, мы видим, как перед тем, как вступить в бой с охотниками, она совершает атаку в форме фейерверка, а затем начинает ожесточенный обмен ударами со своими соперниками. Оба в конечном итоге отрубают ему руку и серьезно ранят его, однако это также умудряется отрубить одну из рук Кайта в процессе. Затем, после регенерации и склеивания их отбитых конечностей, они возобновляют бой. Именно тогда Кайта решает использовать свой быстрый и молниеносный шаг, чтобы подойти к мальчику и сильно ударить его, а затем снова наброситься на него с несколькими ударами, оставляя его совершенно беспомощным и разрезая его тело надвое. После этого разрезанное пополам тело Кумара пронзают двумя металлическими знаками Кайта, которые он использует, чтобы явно удержать его. Затем, когда Кумара собирается использовать свою магию, чтобы прикончить Лоруки, появляется и встает на его пути. В то же время мы видим, как Карин продолжает подвергаться пыткам со стороны Чао, который действительно в восторге от того, что находится в ее присутствии. Возвращаясь к Курамара, мы видим, как он изо всех сил пытается вырваться из ее захвата, чтобы спасти новичка, которого полностью поймал Кайта. Именно там мальчик обнаруживает, что его враги выполняют приказы только своих клиентов, обитателей башни, с вершины, которые после краткого пояснения его намерений пытаются спасти его. Действия направлены на то, чтобы избавиться от малыша. Но как раз в этот момент мы видим, как Курамара вырывается на свободу и, несмотря на свое изуродованное тело, бросается к Руки и спасает его. После этого все удивляются, снова увидев Прота, который появился как раз во время атаки. Возвращаясь к Кариму, мы видим, как через некоторое время после пыток ее враг раскрывает происхождение ее бессмертия, который связан с божественным благословением, она вынуждена использовать его, чтобы убить его. Один из ее мощных способов вырваться из ловушки, левитируя и выпуская огромное количество света, уничтожая окружающие ее тени, а затем уничтожая своего соперника комбинацией очень-очень быстрых ударов ногами и ударами. Вернувшись с Протоном, мы обнаружили, что он смог поглотить печать, которая его содержала, хотя вы понятия не имеете, как он это сделал. Это заставляет его врагов понять, что молодой человек намного могущественнее, чем они думали. В этом случае Прота замечает, что его руки покрыты чем-то вроде доспехов с очень темной аурой. И хотя он не понимает причины этого, мальчик сосредотачивается на своей цели уничтожить злодеев. Сразу после этого Тота стреляет в них и одним ударом отправляет их в полет.
Затем мы видим, как Кайта атакует Прота, когда тот встает, но мальчик использует свои новые способности, чтобы уклониться и противостоять волку. Затем появляется Карин и вступает в бой. Именно тогда Кайта решает показать свою истинную форму, заставив Прота спросить его о причинах его поступков. На что тот отвечает, признавшись Тауте, что его единственная причина жить — это битва, добавив, что его не волнуют мотивы, пока он может противостоять могущественным существам. Затем вы оба возобновляете свой бой, двигаясь и нанося удары друг другу с невообразимой скоростью, оба демонстрируя невероятное мастерство быстрого шага. Мгновение спустя после того, как он стал свидетелем новой силы Тауты, его соперник предлагает ему сделать его своим настоящим учеником, от чего мальчик, очевидно, отказывается, заставляя Кайта использовать свою особую технику против него, так называемое пронзительное яркое суждение, с помощью которого он приближается к мальчику быстрым шагом, пока не преодолеет звуковой барьер, нанося точный удар в грудь Протацу, пробивая его насквозь и вырывая его сердце, которое он впоследствии разбивает своей рукой. Затем он собирается запечатать его своей самой мощной техникой, но без предупреждения Тота появляется на огромных крыльях, образованных темной аурой. Сразу после этого его тело собирает осколки его разбитого сердца и начинает высвобождать огромное количество силы. Именно тогда спутник Кайта понимает, что происходит, показывая, что сила Прота исходит от эребейской магии, очень редкой разновидности темной силы, которая встречается только в Эребее. У них есть два человека в мире, из которых один Евангелин. Старик говорит, что эта магия содержит в себе последний секрет бессмертия, дающий ее обладателю необычайную силу ценой риска того, что его душа будет полностью поглощена. В этот момент мы видим, как Прота полностью одержим темной энергией, которая бросается на Кайта, чтобы уничтожить его, ударив его и набросившись на него несколько раз. Но когда он собирается наконец победить его, мы видим, как мальчик останавливается и пытается восстановить контроль над своим телом, пока через несколько мгновений он не падает. Злая аура изгоняется, оставляя Проту полностью израненным и ослабляя его. Однако после того, как его одолели силы мальчика, Кайта сдается ему, признавая свое поражение. Я заставил Прота не согласиться, потому что он не контролировал то, что произошло. Поэтому они решают официально завершить свою битву турниром на выбывание, в котором Таута пытается убедить Кайта, чтобы его мировоззрение было гнусным, прежде чем в конечном итоге победить его чистой волей. После этого мы видим, как его побежденный враг просит его убить его, но Прота явно отказывается. Затем прибывает старик и решает уйти вместе со своим товарищем, отметив, что его работа в любом случае уже выполнена. Ниже мы видим, как жители деревни с грустью наблюдают, как их дома загораются, когда внезапно появляется Евангелина, используя свои силы, чтобы заморозить всю деревню и остановить пожар. На данный момент Прота и его товарищи снова собрались. Именно тогда Эванджелин говорит Курамару, что его идея послать сигнал фейерверкам была очень хорошей идеей, поскольку благодаря этому они смогли воссоединиться и остановить огонь. Ниже мы видим, как злодеи воссоединяются с группой, где старик удивлен, увидев Эванджелину, которая принимает свой истинный способ поприветствовать его. Сразу после этого мы видим, как он создает портал из своего оружия и входит в него вместе с Кайта, которому удается сбежать. Позже мы увидим, как жители деревни готовят отличный ужин для всех и предлагают еду героям. Именно тогда Прота узнает благодаря своему учителю, что, имея часть своей собственной крови, имеет смысл, что он унаследовал и магию Херебеа. В то же время мы видим, как за Протой шпионит таинственный человек с помощью дрона. Позже, вернувшись на секретную базу, мы обнаруживаем, что у Курамару возникли любовные чувства к Проте, поскольку мы можем видеть, как он начал ревновать, увидев, как кто-то проводит время с Синобу. В какой-то момент мы видим, как он принимает ванну, размышляя о своей ситуации, как вдруг его прерывает Карин, которая внезапно входит и видит его обнаженным, обнаруживающий, что Кумара на самом деле женщина. После этого она вынуждена признаться Карин в правде, объяснив, что особенность ее клана в том, что его члены имеют оба пола в течение первых 16 лет своей жизни, и что по достижении этого возраста они могут выбирать, хотят ли они оставаться с мужчиной или с женщиной. Услышав это, Карин становится очень агрессивной, спрашивая Курумара, каким будет его решение, нападая на нее, предлагая остаться женщиной и оставаться рядом с Протой, добавляя, что она хочет держать парня подальше от Эванджелин,
а также осознавая, что Курамару буквально нравится Тота. В этот момент появляется Ику, который был свидетелем всего этого, и предлагает ему возможное решение его дилеммы. После этого мы видим Курамару, одетого как женщина, выдающего себя за кого-то другого и приближающегося к Проте, чтобы попытаться назначить ему свидание. Таким образом он сможет подтвердить, является ли то, что он чувствует, подлинным. По прибытии она представляется как Куриу, двоюродная сестра Курамару, и просит Прота взять ее на прогулку по столице, на что он соглашается. Затем мы видим, как они одалживают гидроцикл у Синобу, чтобы его можно было перевести. Как вдруг они замечают присутствие женщины, которая, по их мнению, была их двоюродной сестрой. Маленькая девочка, жительница нижнего звена организации, которая, похоже, вышла, чтобы сделать что-то конкретное. Однако Прота мало что спрашивает об этом и уходит. Впоследствии мы видим, как молодые люди проводят день, знакомясь со столицей, где постепенно Курамару подтверждает то, что, по его мнению, является чем-то вроде дружбы. В какой-то момент они оба решают отправиться в Большая башня, но чего они не знали, так это того, что за ними кто-то шпионит. С другой стороны, мы можем видеть, как Ван Гелин разговаривает с Джинбеем, которому он выражает свою озабоченность по поводу новых способностей Прота. Комментируя, что несмотря на то, что он не является никем отрицательно, он боится, что судьба Аберункус, тот самый человек, который шпионил за группой с помощью дрона, попытается предпринять какие-то действия против мальчика. В то же время мы можем видеть, как этому человеку, жителю Большой башни, сообщают о присутствии Тоты в столице, и поэтому он решает взяться за дело. Затем мы увидим, как Прота прибывает в башню с Курамару, где он очевидно выражает все свое волнение по поводу того, что находится там. После нескольких минут разговора Курамару обнаруживает, что, возможно, у него есть шанс что-то иметь с Тоутой, так как он считает, что она хорошо выглядит как женщина. Однако, когда Курамару пытается убедить его, что у него все в порядке, Курамару говорит, что у него сделав движение. Их прерывает присутствие Чао, который появляется из ниоткуда и захватывает Прота своей тенью, оставляя его неподвижным. С другой стороны, другой наемник с несколькими мечами пытается атаковать Курамару, который изо всех сил пытается противостоять его атаке. Но в конечном итоге терпит поражение без особых усилий, поскольку по какой-то причине он чувствует, что не может использовать свою силу, предполагая, что это может быть вина его женской формы. Затем, увидев, как Прота похищен, Курамару встает и пытается освободить его после жестокого избиения обоих наемников. Однако ее нанимает один из них, который подталкивает ее, пока она не выйдет за пределы башни, в результате чего они оба не упадут в пустоту. Затем, когда они падают, мужчина набрасывается на Курамару, нанося ей такие удары, что она выходит из строя, чтобы приземлиться. После этого прибывает Чао, чтобы захватить ее своими тенями, и она тоже. Именно тогда мы видим, как Курамара медленно спускается в ловушку своего врага, пытаясь вспомнить хорошие времена, которые он пережил. Но несмотря на его неблагоприятное положение, ему удается собраться с силами, чтобы встать и выбраться из ловушки, сумев достичь цели. Чао мощным ударом и спасением Прота из его тюрьмы после восстановления его мужской формы. После этого появляется полиция, поэтому наемники решают отступить. Позже Курамару объясняет ситуацию Проту, продолжая лгать о своем двоюродном брате и решив, что он согласится идти только рядом с Тотой, независимо от того, мужчина она или женщина. Однако именно тогда он узнает, что эта Курио показалась ему действительно привлекательной, вплоть до того, что сказала, что она из тех женщин, на которых он женится, что заставляет Кумару оставить открытой возможность продолжать попытки. Вернувшись на секретную базу, мы обнаруживаем, что прежнюю малышку зовут Кири, и что она проводила своего рода ритуал, с помощью которого она сообщает Ику, что должно произойти что-то особенное. Позже мы сможем увидеть, как Прота и Курамару соединятся со своими товарищами. Именно там Тота наконец встречает маленькую Кири, которая, увидев его, просит поболтать с ним наедине. Поэтому он решает пойти в ближайший переулок, где появляется девушка без причины и пытается унизить Прота, навязывая ему свою идею. Весь свой авторитет в качестве начальника Уку Уолдер, восклицая, что он заслужил это за то, что не спас ее раньше. Это сбивает с толку Тауту, который уверяет, что это его первый раз, когда он разговаривает с ней. Поэтому девушка пытается объяснить ему ситуацию, когда внезапно кто-то быстро проходит мимо и наносит удар по ее шее, в результате чего она падает на землю, истекая кровью. Когда ты переворачиваешь Прота, ты замечаешь, как по стене крадется тень, поэтому ты предполагаешь, что это снова Сяо. После этого девушка просит Тату взять ее за руку. Через несколько секунд мы увидим, как она использует свои силы, чтобы вернуться во времени, возвращаясь до утра того же дня, когда Прота должен был быть в столице. Узнав о том, что произошло, мальчик еще больше запутался, полагая, что ему это приснилось,
но Кири в конечном итоге объясняет ему, что все дело в его особой способности. После этого они оба натыкаются на Ику, и Карим, очевидно, тоже был с ним на лодке, и они просят отвезти его в город Капитал. Позже, во время плавания, малышка берет на себя обязанность подробно объяснить, как действуют ее силы, комментируя, что ритуалы, которые она совершает с песком, подобны точкам, которые она наносит на песок, из спасенных, к которым он возвращается каждый раз, когда умирает. Она также упоминает, что способна вернуть с собой душу другого человека, к которому она явно прикасается. По этой причине малышка разозлилась, когда встретилась с Эль-Прата, поскольку она уже несколько раз переживала эту сцену, но не смогла забрать тату с собой. Затем ты предупреждаешь мальчика о будущем, которое его ждет, упоминая, что он будет в центре большого события. Позже мы возвращаемся к тому моменту, когда Прата встретился с Кири в первый раз. А затем, дойдя до переулка рядом с ней, она рассказывает ему, что во время совета, который у нее был в Большой башне, она встретила мужчину. Но прежде чем она успела раскрыть, кто он, на девушку снова нападает Чао, который бросается на нее, чтобы явно убить. К счастью, на этот раз Проти удается защитить ее от покушения. Затем, предотвратив вторую атаку своего противника, Прата наносит ему удар, используя Куруба в качестве веса, умноженного на 100 тысяч, отправляя своего соперника выстрелом в небо. После этого малышка продолжает свое объяснение, в котором она рассказывает, что прежде чем она решила вернуться во времени, она стала свидетельницей того, как Прата был похищен человеком, который комментировал, которым оказалась Файда Берункус, самый могущественный маг в мире, которому удалось уничтожить всех и каждого из них. Товарищи Тоты по той же битве, вынуждающие Кирию самоуничтожиться, чтобы она могла вернуться во времени и изменить ход судьбы. Вся эта информация полностью потрясла Прата, который пытается выяснить причины, по которым судьба хочет захватить его. Однако даже маленькая девочка этого не знает. В чем она уверена, так это в том, что если Тота похитит, это будет конец для всех. В этот момент Кири замечает, что очевидно, чтобы избежать этого, они должны вернуться в прошлое. Но как раз в этот момент появляются Карим и Ику, которые наконец обнаруживают, что все дело в способностях девочки. Ниже мы видим, как группа едет на поезде, рассказывая о способностях малышки, соглашаясь держать эту тему как можно более в секрете, чтобы никто не заметил. Потому что они стремятся помешать кому-то попытаться воспользоваться ее перезагрузкой, намеренно убив ее. После того, как я очень четко изложил суть благоразумия, Кири приступает к объяснению подробного плана по поимке Фейт, который состоит в том, чтобы заманить ее в ловушку, в которой она может содержаться, чтобы в нужный момент она использовала свои силы, чтобы унести его во времени вместе со своими товарищами до тех пор, пока не придет время. Точка его хранения специально расположена в подземной пещере секретной базы. Позже, после того, как все заняли свои места и полностью осознали роль друг друга, агенты готовятся ждать своего врага, как вдруг Прата задается вопросом: почему бы им не помочь самой Эванджелине или не противостоять этому очень мощному ритуалу? На что Кайли отвечает, утверждая, что она действительно была его врагом, что если бы она присутствовала, судьба бы сразу заметила это и разрушила план. Как раз тогда мы видим, как мимо проходит светловолосая девушка в капюшоне, которая натыкается на Прата и накладывает на его спину какую-то магическую печать. Однако мальчик этого не замечает и продолжает свое ожидание. Через несколько мгновений мы видим, как Эль-Прата проявляет любопытство к своему сопернику и решает поискать информацию о нем в интернете, как вдруг ему звонит Эванджелина, которая решает объяснить ему все необходимое о судьбе, показывая, что раньше он был героем, который спас мир вместе с Неги, дедушкой Тоты в фильме. Компания того же Эванджелина, который, к сожалению, после смерти своего партнера резко изменился и стал врагом человечества. Кроме того, девушка говорит, что он преследует Прата из-за его связи с Неги. После этого она предупреждает Прата, что он не должен прислушиваться ни к чему, что говорит ему судьба. После того, как тот повесил трубку, он несколько заинтригован, задаваясь вопросом, каковы будут намерения этого человека, и сомневается, будет ли он иметь какое-либо отношение к смерти его родителей и его потере памяти. Затем, приближаясь к часу истины, группа определяет местонахождение цели, которую им удается идентифицировать со спутника, контролируемого Ику, с помощью которого они планируют запустить по ней большой орбитальный лазер в этот самый момент. К сожалению, как только судьба попадает в поле зрения Прата, он замечает, что его друзья с поля боя присутствовали в тот день на башне и были очень близки к своей цели. Поэтому он указывает Ику, что он не должен стрелять лазер, заставляя их продолжать план без этой стратегии.
В этот момент друзья Тоты замечают его присутствие и подходят, чтобы поприветствовать его, поэтому он старается вести себя естественно. В то же время мы видим, как вражеский отряд появляется вместе с Ику и отрубает ему руку, удерживающую управление спутником. Затем его судьба приближается к Протону, заявляя, что знает его и его друзей, показывая, что он осведомлен обо всем, что происходит на объекте. Он угрожает Проту убить мальчиков и всех присутствующих, а они ему не подчиняются, что ставит Прота в очень сложное положение. Однако этот решает продолжить план, поэтому отказывается выполнять приказы своей цели. Вместо этого решает отступить со своим мечом и закричать, что в здании находится террорист, чтобы таким образом предупредить всех мирных жителей. Сразу после этого появляется Карин и атакует Файт со спины. После этого Прота объединяется, чтобы начать комбинированную атаку вместе со своим партнером, которая блокируется магическим барьером, создаваемым его противником. К счастью, Прота решает увеличить вес своего меча, и ему удается прорвать завал, нанося много разрушений. В то же время мы видим, что Ику удается восстановить контроль над спутником и активировать орбитальный лазер, направляя огромное количество энергии прямо на судьбу. И именно в этот момент остальная часть команды полностью включается, так как мы видим, как Курамара и Кири приближаются, чтобы остановить его. Завершите последний этап плана, пока ваш противник пытается поглотить лазер. Именно тогда малышке удается добраться до тела своей цели, и ее трогают двое ее товарищей. Но как только она поворачивается, чтобы посмотреть, сможет ли она забрать с собой остальных агентов, девушка окаменевает, что означает, что план провалился. Заметив, что его ключевой персонаж уничтожен, агенты подумывают о побеге, но Прота решает остаться, чтобы сражаться. Воспользовавшись тем, что судьба потеряла часть своей силы после сопротивления предыдущим атакам. В этот момент мы видим прибытие наемников, которые вступают в бой один на один с товарищами Тауты. Тем временем мы видим, как молодой человек выкладывается на полную в своей битве с судьбой, которая не только демонстрирует необычайное владение магией, но и способна ответить всем физические атаки Прота, какими бы быстрыми они ни были. С другой стороны, через некоторое время Карин удается связаться с мальчиком, чтобы сообщить друг другу, что на руке окаменевшей Кири появился странный обратный отсчет. Поэтому они оба предполагают, что лучшая идея – доверять ей и держаться, пока она не доберется до Зенона. Затем Тота делает все возможное, чтобы выкроить время, провоцируя своего соперника в течение оставшейся минуты, заставляя Фейт наброситься на него и наносить удары до тех пор, пока в определенный момент Прота не использует свой меч, чтобы наложить на него очень большой вес, опустив его на землю и сумев перегруппироваться со своими товарищами по команде. Процесс. Затем, когда обратный отсчет завершен, Прота берет Кири за руку и обращает вспять окаменение. Сразу после этого все подходят к малышке, в то время как она подчиняется судьбе, которая была обездвижена весом меча. Затем Кири использует свои силы, чтобы вернуться во времени, перенеся их всех на секретную базу. Оказавшись там, мы видим, как судьба воссоединяется с Эванжелин спустя 20 лет, но только увидев ее, он начинает проявлять бдительность, действуя импульсивно против нее. Однако полностью осознает, что потерпел поражение, поэтому он решает сдаться и вознаградить усилия своих противников, ответив на один из них. Спросите каждого из них, при каком условии они впоследствии его освободят. Далее он раскрывает, что его намерение с Протоном состоит в том, чтобы использовать его для спасения своего деда Наги и вместе с ним всех людей в Солнечной системе, упоминая, что у него есть по крайней мере 20 лет, чтобы сделать это. Затем, выслушав его признание, Прота решает спросить, был ли он тем, кто убил его родителей, на что тот, к сожалению, отвечает утвердительно. После чего Прота снова высвобождает свою темную ауру, заявляя, что теперь он мстит за то, что был обязан его избить. Однако как раз в этот момент магическая печать проявляется перед ним, и оттуда возникает духовное видение Нега и его деда, который появляется, чтобы раскрыть Протону правду о том, что происходит, заявляя, что то, что говорит судьба, ложь, но определенным образом доказывает, что это не совсем плохо, поскольку его действия не соответствуют действительности. Действия совершались ради блага Прота. Пока это происходит, Эванжели телепатически приказывает Курамару найти и удалить устройство в теле Проты, будучи уверенным, что подавив его, проявление неги прекратится. Затем мы видим, как молодой человек снимает печать, которая образуется на плече Прота, и ему удается избавиться от присутствия духа, который уходит, не имея возможности рассказать правду Проте. Впоследствии мы видим, как Фала уходит, ответив на вопросы присутствующих,
оставляя у Проты все еще много сомнений, которые он пытается разрешить, спросив Эванжелин. Однако та отказывается отвечать и просто игнорирует его. В этот момент мы видим, как пожилая блондинка прибывает на секретную базу в сопровождении нескольких девушек, которые просят присутствия Эванжелин и проходящего мимо Прота. Позже мы можем увидеть, как Прота пьет чай с Синобу, как вдруг внезапно появляется одна из этих девушек по имени Мизори и бросает вызов проходящему. «Готовься к битве», обвинив его в принадлежности к роду насильников и убийц женщин. Девушка стремительно бросается на него, чтобы ударить, но Таута легко отбивает ее атаку, выбрасывая ее из окна, как это сделал бы настоящий мужчина. Позже мальчик прыгает, чтобы спасти ее, приземлившись на крышу здания комиссариата у нее на руках. После этого девушка показывает ему, что это было испытание, заявляя, что ей удалось доказать, что Эль Прота подходящий для нее мужчина. Поэтому она затем заявляет, что с этого момента они будут женихом и невестой, но молодой человек отвергает ее, восклицая, что даже не знает ее. Оттуда мы видим, как эта девушка делает все возможное, чтобы влюбить в себя Прота, доходя до того, что одевается в одежду Синобу, готовя себе много еды, чтобы завоевать его сердце. В то же время мы видим, что одноклассницы Тоты, кажется, ревнуют к Мисари, что показывает, что у них тоже есть чувство к парню. Поэтому они решают понаблюдать за ними и проанализировать ситуацию, когда внезапно появляется Ику и показывает ей, что знает способ влюбить в себя кого угодно, что было бы как своего рода заклинание, которое включает в себя 50-кратное омовение спины людей в горячих источниках. Услышав это, девушки не совсем уверены, но решают подумать об этом. С другой стороны, мы видим, как Эванжелина разговаривает с блондинкой, которая, как и она, была одной из учениц Неги, которой она рассказывает о том, что произошло с проявлением этого, оставив ее в шоке. Именно тогда мы обнаруживаем, что Неги был в какой-то форме захвачен кем-то давным-давно, и они предполагают, что его присутствие возможно только из-за того, что эта личность позволяет ему это. После этого женщина пытается заставить Вангелин понять, что хотя она опасается за безопасность Проты, она должна позволить ему встретиться лицом к лицу со своей судьбой и узнать правду, добавив, что она никогда не перестанет бояться того, что произойдет. После этого мы видим, как Прота купается в горячих источниках вместе с Ику, который пытается выиграть время для девушек, чтобы определиться. Пока они болтали, блондинка показывает, что несмотря на то, что у нее молодая внешность, на самом деле ей 72 года, поскольку ее тело упало в воду. Он впал в кому, когда ему было 13, и после некоторых процессов ему удалось перенести свое сознание в роботизированное тело. Так что его настоящее тело продолжает где-то находиться в коме. Пока вы оба разговариваете, девочки готовятся сделать свои ходы. Там мы узнаем, что Мизори также рассказали о трюке с горячими источниками, поэтому мы тоже наблюдаем за ней. Однако, несмотря ни на что, первой прибывает Карин, которая пытается яростно вымыть парню спину, но ее прерывает Кири, которая быстро приближается, чтобы пнуть ее ногой. После этого между девушками наступает полная неразбериха, и они начинают бороться за то, чтобы добраться до Прота. Однако тот, кому удается выполнить поставленную задачу, это не что иное, как сама Эванжелина, которая случайно встречает его и предлагает ему помыть спину. Сама. Именно тогда она решает извиниться за то, что проигнорировала его ранее, добавив, что у нее был очень плохой день. После этого она цитирует Прота, чтобы рассказать о том, что произошло, в то время как остальные девушки наблюдают, как он принимает поражение. Позже мы видим, как кто-то подходит к скамье подсудимых, чтобы поговорить с Эванжелин, которая ожидает, что он покажет свою истинную физическую форму. По прибытии она признается ему, что была и до сих пор влюблена в Неги, но комментирует молодому человеку, что проявление, которое она видела ранее, на самом деле не ее дедушка или, по крайней мере, нет полностью. Затем добавь, что 20 лет назад этой девушке удалось победить злую волшебницу, известную как Создательница жизни, и, кстати, спасти мир, но после победы она овладела телом Неги. Далее Эванжелина рассказывает, что и у нее, и у судьбы есть цель спасти его, но их методы совершенно противоположны, поэтому они решили разделить свои пути. После этого Прота решает расспросить о своих родителях, пытаясь выяснить, правда ли то, что сказала судьба, но она узнает, что у нее есть отец, которого она любит. Что-то гораздо более невероятно, поскольку Эванжелина признается ему, что его родители на самом деле не умерли, однако раскрывает ему, что он не был рожден как другие люди, поскольку он был создан 2 года назад с использованием генетической информации Неги, так что на самом деле он не что иное, как клон своего деда. На следующий день мы увидим, как Прота делится новостями с Курамару, который пытается поднять настроение бедному Татё,
который все еще пытается усвоить всю информацию. Внезапно во время разговора мы видим прибытие Мизори, который внезапно входит в комнату и предлагает Проте поехать в столицу, и все это с целью поднять настроение бедному Татё, который все еще пытается усвоить всю информацию от участия в турнире по боевым искусствам. После этого мы видим, как группа идет по улицам города, заинтригованная разнообразием присутствующих бойцов. Уже взволнованный заряженным духом, Эль Прота пытается выяснить, как записаться на турнир. Однако обнаруживает, что все места заняты, и поэтому он не сможет принять участие. Несмотря на свою неудачу, молодой человек не позволяет этому испортить ему день, поэтому он просто решает, что попробует это в следующем году. После этого внезапно появляется старая женщина, которая, как мы узнаем, была прабабушкой Мизора. По прибытии она знакомит Прота со своими двумя спутницами по имени Тацуми и Чичимару, которые также были ученицами Неги. После этого пожилая женщина советует Мизори ненадолго украсть у нее Прота, так как они должны обсудить что-то очень важное. С другой стороны, мы видим, как Эванджелина, узнав, что ее старые подруги собрались, тоже решает поехать в столицу. Возвращаясь с Протой, мы видим, как девочки ведут его в зал, в котором Неги раньше давал уроки. Вчера Прота встречает Саю, девушку-призрака и бывшую ученицу своего деда. Находясь там, девушки демонстрируют ему огромную признательность, которую они испытывают к Татё за то, что он внук их любимого учителя. И демонстрируют приятные чувства, которые он испытывает, находясь в их присутствии, даже зная правду о том, что Тута был их любимым учителем. О клонировании, упомянув о том, что если бы присутствовал сам Неги, он бы первым посчитал Тату своим собственным внуком. Она также признается, что ей даже кажется, что этот мальчик для них всех как внук, поэтому они поддаются эмоциям и обнимают его. В этот момент Тацуми, которая является директором академии, звонят представители организации мероприятия, которые сообщают ей, что им нужна замена для участия в мероприятии. Один из бойцов. Ниже мы можем увидеть, как Прота выходит на поле битвы, пока публика эмоционально подбадривает его. После этого мы видим, как прибывает его соперник, боец в капюшоне по имени Котлас. И затем они начинают первый бой. В этом мы видим, как Прота быстро бросается на своего соперника, обмениваясь и уворачиваясь от большого количества ударов, обнаруживая, что его противник намного сильнее, чем он ожидал, поскольку ему удается следовать за ним очень хороший проход. Тем временем мы можем наблюдать, как у Сайо и Курамара плохое предчувствие того, что происходит, из-за того, что они могут заметить горячую жажду крови у противника Тоты. С другой стороны, мы видим, как Тацумия ухаживает за замененным бойцом, который показывает, что некий Катлас был тем, кто ранил его перед битвой, чтобы занять его место. Возвращаясь с Прота, СТ продолжает драться со своим соперником, изо всех сил пытаясь нанести точный удар, но безуспешно. Вместо этого его противник демонстрирует полное превосходство в обращении со своими способностями, поскольку мы можем видеть, как он использует как свою физическую силу, так и заклинание стихий, чтобы нанести большой урон Проте. Пока в какой-то момент мы не заметили, как он, кажется, знает правду о клонировании этого парня, потому что он называет его дешевой копией как раз перед тем, как наброситься на него и добить сильным ударом, который разрубает его пополам. Ниже мы видим, как Таута снова приходит в ярость и полностью овладевает своей темной аурой, с помощью которой он набрасывается на своего противника, чтобы уничтожить его. Однако последнему легко удается противостоять его трансформации, используя свою магию, чтобы вызвать град мечей на мальчика, сумев полностью обездвижить его. Пока Прота лежит на земле, Кутрал признается ему, что эти мечи идеально подходят для него, поскольку им удается отразить всю магию. Затем он начинает дразнить Тату, называя его дешевой копией своего деда и упоминая, что он никогда никем не будет. Однако, услышав ободряющие крики своих товарищей по команде, Татё удается высвободить одну руку и нанести точный удар по лицу своему сопернику, показывая, что на самом деле Кутла все это время была женщиной. Далее этот парень упоминает, что даже если бы я хотел покончить с ним, у него больше нет на это времени. Сразу после этого мы видим, как с небес спускается Анегис Спрингфилд, которая появляется перед мальчиком, чтобы забрать его. В то же время мы видим, как Тацуми и остальные волнуются, потому что они знают, что это создатель жизни, контролирующий тело Неги. В этот момент мы видим, что он пытается убедить Прота уйти с ним, утверждая, что ему нужна его помощь, чтобы спасти мир. Но после некоторого обсуждения всей этой ситуации вместе с Татой, мы видим появление Эванджелин, которая использует свою силу, чтобы разрушить магический барьер, который она создала. Это отделяет его от публики и входа на стадион в течение нескольких секунд, раскрывая фарс листовщика, который понимает, что у него нет другого выбора, кроме как сразиться с ними. Именно в этот момент внезапно появляются две другие бывшие одноклассницы
Эванджелины, которые захватывают и удерживают ее своей магией. Сразу после этого мы видим, как с неба падает великий человек, направляющийся атаковать Прота. К счастью, появляются Карин и Курамара, чтобы защитить его от удара. Затем подходит Кири, чтобы вернуть мальчику его меч. После этого мы видим, как Эванджелина вырывается из ловушки, а затем Тота и компания готовятся к дуэли с Создателем жизни и его приспешниками. Затем мы видим, как Кир пытается выиграть время, чтобы выработать стратегию, пытаясь убедить своих соперников использовать его слова. Однако его намерение быстро раскрывает одна из его противниц, которая умеет читать мысли, которая раскрывает весь его план до того, как маленькая девочка узнает о его намерениях. Мне даже не пришлось искать лучший вариант. В этот момент приспешники Создателей жизни раскрывают, что Эль-Прота — единственная успешная попытка объединить генетический материал Неги и Асуны, добавляя, что изначально мальчику не суждено было стать свободным, поэтому они просят Тату уйти с ними, на что тот отвечает «нет». Этот, очевидно, отвечает отказом. Именно в этот момент все присутствующие внезапно слышат, как другие мужчины приказывают Проте унести его. Сразу после этого Тату уносят через темный портал, пробуждая как светлый дух в другом мире. Когда он просыпается, ему удается увидеть вдалеке раненую Эванджелину, поэтому он бежит ей на помощь, но внезапно спотыкается, и атмосфера вокруг него меняется. В этот момент мы встречаем Альбейрохиму, могущественного волшебника, создавшего говорящий меч Прота, который предстает перед мальчиком. Увидев его, Куроба предупреждает его, чтобы этот парень не водил его в заблуждение, так как он один мог выставить на посмешище саму Эванджелин. Впоследствии волшебник показывает, что его единственное намерение — убедить мальчика пойти на Неги, поэтому он решил попытаться убедить его, показав ему фрагмент прошлого, в котором он изображен. В нем немного рассказывается об истории любви Вангелина и Нади Спрингфилда, прадеда Тоты, а затем о романе Тоты с Нием, примерно 15 лет спустя, когда тот был его учеником. И наблюдение за этими воспоминаниями, в которых Эванджелин кажется полна счастья, заставляет Чико испытывать большую радость. Поэтому она решает поблагодарить Альбейра за то, что он показал ей эти фрагменты прошлого. Именно тогда волшебник неожиданно признается Татё, что на самом деле все, что он ему показал, было подделкой. В этот момент евангелист воспоминаний, кажется, видит Проту и подходит, чтобы поговорить с ней. Но внезапно позади нее появляется женщина, покрытая темной аурой, которая захватывает ее своими тенями. С другой стороны, Альбейра использует неосторожность Тоты, чтобы атаковать со спины, вонзив в его тело несколько копий. Затем женщина предстает перед мальчиком, показывая, что она Лальда Бао, более известная как волшебник начала или создатель листьев. Затем она использует свои силы, чтобы разделить Эванджелина пополам, в то время как Альбейра контролирует гравитацию, чтобы обездвижить Прота. После этого, будучи полностью раненым, мы видим, как мальчик изо всех сил пытается подползти к своей спутнице, в то время как волшебница говорит ему, что единственный способ спасти ее подругу — это убить ее, чтобы он ушел с ней и смирился со своей судьбой. Затем мы видим, как Татё удается дотянуться до девушки и обнять ее на руки. Затем, плача, она признается ему, что ее единственное желание — это быть с кем-то, кто будет вечно гулять с ней под голубым небом, еще раз доказывая, как мучительно быть бессмертным существом. После этого Прота подтверждает ей, что он всегда будет рядом с ней. Затем молодому человеку удается уклониться от атак листовщика и уводит Анджелин в безопасное место. Именно там девушка рассказывает Тауте, что место, где находится Стэн, это воображаемый мир, которым правит ее враг, в котором она может проявить все, что пожелает. Думайте и делайте, что хотите. Однако, несмотря на невыгодную ситуацию, у Эванджелин есть ус в рукаве. В этот момент мы видим, как она вызывает множество магических печатей, создавая своего рода стену вокруг себя. Впоследствии они оба набрасываются на свою соперницу с целью окончательно победить ее. Именно здесь мы становимся свидетелями такой сложной битвы умов, поскольку мы можем видеть, как Лаальда постоянно меняет форму, изменяя свое собственное тело на тело Наги. И Неге удается использовать ее внешность, чтобы отвлечь Эванджелину и заставить его явно ослабить бдительность. В дополнение к этому он также может использовать свои способности, с помощью которых ему удается быстро вывести Прота из строя. В этот момент после мощной атаки мы видим, как кто-то окружен множеством девушек в своего рода иллюзии, в которые они затаскивают его на дно Красного моря. Утопить его. Затем, поняв, что он не сможет выбраться из ловушки, Прота сдается. Однако шокирован присутствием девушки по имени Цуна, которая появляется, чтобы разрушить иллюзию и спасти его.
Затем молодая женщина предстает перед Протой как его бабушка, которая показывает, что пока Лальда сеяла хаос в сознании Тоты, ей удается выбраться в то же время, и мы видим, как она восторженно приветствует Эванджелину, которой удается сбежать с иллюзией, как и остальной команде. А затем мы видим, как создатель листьев пытается снова напасть на него, заметив присутствие Асуны. Однако эта девушка оказывается очень могущественной, поскольку ей очень легко удается отразить атаку Альды. После этого она показывает, что несмотря на то, как долго они присутствовали в иллюзии, на Земле прошло меньше секунды, поэтому она решает рассказать мальчику все, что она знает о ней, своих врагов, чтобы они могли возобновить свою битву, как только окончательно разрушат иллюзию. В этот момент Азуна говорит Татё о том, что внутри нее находится сила, способная прикончить Лальду. Но чтобы освободить его, она должна быть в состоянии продержаться в бою не менее 37 секунд. Затем, уже зная, что делать, мы наблюдаем, как группа Прота возвращается к реальности. Сразу после этого все они приводят в действие свой план, нападая одновременно на всех своих врагов, используя информацию, которую он предоставил Суне, что они могут очень легко избавиться от приспешников. В то же время мы можем наблюдать, как кто-то игнорирует всех и уничтожает создателя листьев напрямую. В тот момент, когда они сражаются, мы можем видеть, как Прота пытается рассказать о своем одержимом дедушке. Но после этого Лальда показывает ему всю свою силу, накопленную в теле Неги, которая превращается в камень. Он проявляется как гигантская стена из духов нежити. Сразу после этого мы видим, как к схватке присоединяются два меча. Оба принадлежат никому иному, как Эванджелин и Фейт, которые прибыли поддержать Прота. Сразу после этого мы видим, как Фейт произносит заклинание, чтобы показать Проте, кто его дедушка. Затем мы видим, как духи четырех парят в небесах, и перед ними они воспринимают реальную форму и сознание Неги. Во время их встречи мы видим, как судьба раскрывает свой план остановить создателя листьев и спасти мир, хотя Неги знает, что она может это сделать. Он знает, что таким образом им вряд ли удастся спасти его от одержимости. Затем мы увидим, как Эванджелина использует то короткое время, которое у нее есть, чтобы обнять своего любимого Неги. А затем мы увидим, как Прота получает ободрение от своего деда, а затем они возвращаются на Землю. В этот момент возобновляется бой, в котором мы можем наблюдать, как создатель листьев обретает новую трансформацию после того, как избежал окаменения, вызванного судьбой и Эванджелин. Сразу после этого мы видим, как Альда хладнокровно расправляется с этими двумя, используя свои новые способности, полностью выводя их из строя. Однако это не работает с Протой, который после нападения, как и его товарищи, приобретает трансформацию, аналогичную трансформации его соперника, с помощью которой он может вооружить его силой и силой. Скорость. Затем оба бойца взлетают в небо, ведя свой бой на открытом воздухе, где мы можем наблюдать, как мальчик полностью подчиняется подавляющей силе создателя листьев. В то же время мы видим, как его товарищи полностью избиты приспешниками. Возвращаясь с Татой, мы видим, как в определенный момент она осознает все разрушения, которые она причинила городу, и, обеспокоившись невинными людьми, которые могли погибнуть, они набрасываются на своего противника, нанося точные удары с большой силой. Власть, доходя до того, что навязывает ей свое господство. Однако из ниоткуда появляется один из приспешников Альды с большим мечом и пронзает им тело Прота. После этого мы видим, как мальчик падает на землю, но когда его враг явно собирается покончить с ним. Мы видим, как Кири встает, чтобы защитить его, в результате чего Альда падает на землю. Остановите ее атаку, очевидно, осознавая особые способности девушки. Затем мы становимся свидетелями того, как девушка, читающая мысли, рассказывает, что Кири тоже влюблена в Тату. Однако в эмоциональный момент его прерывает Катлас, который появляется из-за спины, выглядывая из-за тела Кири. Затем он открывает девушке рот, чтобы вырвать зуб, в котором она хранила таблетку, чтобы покончить с собой в случае крайней необходимости. Увидев это, Прота приходит в ярость и пытается освободиться от своей обездвиженности. Однако малышка говорит ему успокоиться, комментируя, что план сработал так, как они его придумали, поскольку его долг состоял только в том, чтобы сдерживать их достаточно долго. Затем под каждым появляется большая печать, и они переносятся в другое место. Когда он снова появляется, мы видим всех выпускниц Неги, которые объединились, чтобы заманить его в ловушку и победить. Поэтому мы можем видеть, как девушки начинают постоянно нападать на них, используя разные навыки. После этого, несмотря на то, что им не удается победить их только силой, девушкам удается вернуть Неге контроль над своим телом. В этот момент мы видим прибытие Суны, которая разрушает иллюзию и возвращает его на Землю, где он подходит к своему возлюбленному, чтобы поговорить с ним. Там мы можем увидеть, как Неги узнает ее и отвечает ей, показывая, что ее сознание все еще присутствует.
Однако создатель листьев вскоре восстанавливает контроль над этим, а затем восклицает, что собирается отступить, подтверждая свое поражение. И восклицает Атё, что она будет ждать его на вершине большой башни, затем продолжая исчезать в луче света. Впоследствии мы видим, как Цзиньбэй и другие агенты вместе с Синобу взяли на себя задачу спасти мирных жителей от полного уничтожения. Позже, вернувшись на секретную базу, мы становимся свидетелями того, как Прата признается Эванжелин в своей любви, автоматически прося его жениться на ней. Все это из-за того, что произошло во время его мысленной битвы с Листовиком, где он решил сопровождать ее до конца своей жизни и защищать ее. Но несмотря на чувства, которые она может испытывать к мальчику, она решает отвергнуть его, заявив, что ей не нужна забота. В этот момент, после того, как остальные девушки стали свидетелями этого предложения, они бросаются на Эль Прата, чтобы избить его за его дерзость. Позже мы увидим, как Курамару вместе с девушками купается в горячих источниках, обсуждая Эль Прата. Во время беседы они обсуждают предложение руки и сердца Эль Прата и комментируют свои собственные чувства к нему, пока в какой-то момент не появляется Эванжелина, и ее тоже засыпают вопросами от Атё. Именно тогда она узнает, что она первая любовь Праты, слова, которые пробуждают в ее сознании мощные воспоминания, в котором она вспоминает то время, когда ее похитила очень могущественная ведьма Могущественный, который нашел ее блуждающей, умирающей на поле битвы и, вопреки ее желанию умереть, отвел ее в небесный замок, в котором держал в плену при условии, что освободит ее, как только ему удастся победить ее в бою. Именно так мы видим, как Эванжелина бесчисленное количество раз безуспешно пытается избавиться от своего пленника, пока в какой-то момент она не встречает где-то в замке спящего молодого человека, который оказывается Таута. Увидев ее, он сразу узнает ее и называет тем именем, под которым ее знают на земле, Юкихиме. Однако в то время она, казалось, не знала мальчика, поэтому он предполагает, что должно быть принял ее за кого-то похожего или что-то в этом роде. Позже мы видим, как он пытается спросить, знает ли она кого-нибудь по имени Эванжелин. Но услышав это имя, девушка бурно реагирует и в конечном итоге заявляет, что она родственница Эванжелин, далекая и не имеющая к ней никакого отношения. В этот момент мы видим, как девушка падает от усталости, поэтому позже мы можем увидеть, как Прата несет ей еду. Однако, когда у нее появляется возможность, решает укусить Прата, чтобы выпить его кровь и выздороветь. К счастью, этот факт не беспокоит Тату, поэтому он позволяет ей продолжать, пока тот заметно выздоравливает. В то же время мальчик понимает, что она действительно та Юкими, которую он знает, и удивляется, почему она не может его узнать. Позже Тота снова спрашивает его, как ее зовут, и она решает сказать ему, что ее зовут Кити. Затем, после того, как он вызвался помочь ей победить ведьму, внезапно исчезает, появляясь снова 2 года спустя, когда Эванжелина встречает его во время тренировки. Немного поболтав с ним, девушка понимает, что Прата необычный человек, поскольку она обнаруживает, что он состоит из 2 энергий, смешанных в большом хаосе внутри ее тела. Поэтому она предполагает, что все эти тренировки должны быть направлены на приобретение способности контролировать силу внутри себя. Затем мы видим, что девушка решает помочь ему тренироваться, чтобы он преодолел свои ограничения, однако молодой человек снова исчез. Прошло еще 4 года, и он снова появился, став намного более опытным, чем раньше, но по какой-то причине кажется, что для мальчика прошла всего неделя. Позже ночью мы видим, как Эванжелин спит, а они быстро видят сны о своей семье. К сожалению, фантазия превращается в кошмар, поскольку он может стать свидетелем ужасов своих собственных воспоминаний. К счастью, разбужен Тоутой, который заявляет ему, что беспокоился о ней. Но, как ни странно, Эванжелин становится жестокой по отношению к нему после того, как он спрашивает, удалось ли ему увидеть ее собственные воспоминания во сне. Затем девушка бьет его и уходит от него, постоянно атакуя его своими магическими способностями, доходя до того, что сеет хаос по всему замку. Пока в определенный момент Проте не удается схватить ее за руки и сказать ей, что он глубоко в нее влюблен. Утверждая, что он хочет помочь ей вознаградить ее, заставил его застать девушку врасплох и удивить ее. К сожалению, Тота понимает, что нет особого смысла признаваться в своей любви Евангелине из прошлого, из-за чего она очень злится на него и снова нападает на него. Позже мы увидим, как Прата продолжает настаивать на том, чтобы помочь ей, но она отвечает ему только речью о своей жестокой и несчастной судьбе, в которой она обречена жить одна и пуста целую вечность, на что молодая женщина отвечает с восторгом, заверяя, что она в состоянии найти работу. Прекрасное будущее, полное друзей людей, которые тоже ее хотят, а также возможность влюбиться в того, кто ее любит.
После этого она спрашивает, тот ли это кто-то, но мальчик отвечает, что нет, добавляя, что на самом деле этот человек рыжеволосый удивительный мужчина, ссылающийся на Неги. После этого Эванджелин поняла, что поскольку они оба из разных времен, но несмотря ни на что, она знала, что однажды они встретятся снова. Вернувшись в настоящее, мы видим, как она думает, что не ошиблась, однако на то, чтобы встретиться снова, потребовалось 500 лет. В последующие дни мы можем наблюдать, как Прота и остальные люди возвращаются к своим обычным обязанностям. Именно здесь мы можем наблюдать, как Кирио переполняют ее чувства к Проте, и она начинает задаваться вопросом, какие у нее с ним отношения по сравнению со всеми остальными девочки. Анализируя, что отличие от остальных в том, что она не кормит его, не заботится о нем и не проводит с ним время, поэтому она не знает, как кто-то может относиться к ней. В определенный момент мы можем увидеть, как она проверяет свои акции на фондовой бирже, как попытку отвлечься от переполняющих ее чувств. Однако, когда она делает это, ее прерывают Тота и Мизор, которые входят, чтобы пригласить ее выпить чаю и перекусить, отвлекая ее от того, что ее беспокоит. Это делало и приводит к тому, что она теряет из-за него много денег. Сразу после того, как она осознала свою потерю, девушка пытается покончить с собой с помощью ножа, чтобы вернуться в прошлое. Однако ее останавливает излучатель, который заставляет ее не делать этого, поэтому она решает использовать свою таблетку, спрятанную во рту, чтобы самоуничтожиться. В то же время во время драки все трое поскользнулись, и мы видим, как маленькая девочка приземляется на протопоп, случайно целуя его. Поэтому она решает использовать свою таблетку, спрятанную во рту, чтобы самоуничтожиться, которая быстро встает, чтобы уйти, чувствуя себя совершенно несчастной. Затем они оба замечают, что Мисор парализована в воздухе, поэтому Прота задается вопросом, не связано ли это с какой-то магией или чем-то подобным. Тем временем мы видим, как Кирио сбита с толку тем фактом, что она не вернулась вовремя после приема таблетки, но сразу же понимает, что это не так. Затем он понимает, что они приземлились на одну из его сохраненных точек, оставив ее полностью разрушенной. И поэтому они оба оказались в ловушке своего рода парадокса, в котором время вообще не движется вперед. Ниже мы увидим, как они подтвердят это после осмотра помещений секретной базы, наблюдая, как все их товарищи остаются совершенно неподвижными. Наблюдение за этим очень радует Тату, который невинно думает, что Кири обнаружила какую-то очень мощную способность. Однако малышка старается дать понять, что нет, что они на самом деле в ловушке и не знают, есть ли какой-нибудь способ сбежать оттуда. Ниже мы увидим, как Прота использует это замороженное время для интенсивных тренировок, в то время как Килл пытается найти способ вернуть все в нормальное русло. Вдобавок ко всему, вы оба проводите много времени вместе, что очевидно делает малышку счастливой. Именно там она обнаруживает, какие у нее отношения с Эль Протой, благодаря тому, что он признается ей, что считает ее своей спасительницей. И все это благодаря тому, что она помогала ему в битвах с Эль Протой. Судьба и создатель листьев, где малышка играет решающую роль как в стратегии, так и в эмоциональной поддержке, которую она оказывает парню. Так что ты немного лучше справляешься с собой по сравнению с тем, как она себя чувствовала раньше. Однако позже это присутствие в качестве все еще парализованного Прота продолжает заботиться о Эванджелин, показывая, что он действительно любит ее и разбивает Кири сердце. Таким образом, прошло 4 месяца, и мы снова можем наблюдать, как Прота тренируется. В то время как бедная Кири плачет рядом с ним в отчаянии и сетует на то, что не может разрешить свою ситуацию. Именно тогда Прота пытается подбодрить ее, говоря, что все в порядке. Затем она сообщает ему, что планировала поехать в столицу и подняться на башню, чтобы увидеть своего дедушку. Воспользовавшись всей ситуацией, связанной с погодой, которая парализована, что приводит к тому, что Кирис очень расстраивается, зная, что его очень легко обмануть. Решив оставить ее в покое, чтобы мы могли увидеть, как она безутешно плачет, пока она спрашивает Тату, ненавидит ли он ее вообще. Это полностью лишает парня дара речи, и позже ночью мы можем наблюдать, как они оба спят в одной комнате, когда внезапно девушка встает и подходит к Проте, чтобы переспать с ним, заявляя, что он не может заснуть и что она чувствует себя одинокой, что приводит к тому, что она теряет дар речи, что Прота явно принимает без проблем. Именно в этот момент мы можем стать свидетелями того, как они оба выражают свои чувства, поскольку мы видим, как кто-то обнимает ее, чтобы утешить, и выражает, что никогда не оставит ее в покое и что она может полностью положиться на него, предоставляя Кири то спокойствие, которого она так жаждет. На следующее утро, проснувшись, малышке приходит в голову поцеловать его во сне, только чтобы выяснить, помогает ли это оттаять, потому что все началось после того случайного поцелуя. Поэтому она набирается смелости и подходит к молодому человеку, чтобы поцеловать его. Неожиданно твоя теория верна, поскольку мы можем наблюдать, как Мизор входит в комнату, а остальные люди продолжают свои действия, преодолевая парадокс и, наконец, выходя из этой безвыходной ситуации. Через несколько дней мы увидим, как Карин готовится к работе после того, как оденется.
Мы видим, как она входит в офис Эванджелин, где на столе они находят только коробку конфет, из которой она решает взять одну и съесть ее. Позже мы видим, как Прота делает то же самое. А позже мы можем наблюдать, как тот и остальные агенты готовятся к встрече поток гостей, которые приехали, чтобы остановиться в гостинице, которая служит секретной базой для алиби. Это связано с популярностью, которую приобрели владельцы Ака за то, что ранее спасли город. В это время мы можем наблюдать, как Прота вместе с Карин и Синобу обслуживают клиентов. Пока в определенный момент во время перерыва мы не увидим странный эффект, который, кажется, срабатывает на Тауте, заставляя последнего подойти к Карин и признаться ей в любви, добавив, что она нужна ему рядом с ним, чтобы ее сила помогла ему уничтожить всех его противников. Все это оставляет девушку в полном смущении, которое доказывает, что испытывает чувства к Проту, даже если ей трудно в этом признаться. Однако в этот момент мы видим прибытие Эванджелин, которая подходит, чтобы спросить их о чем-то, когда из ниоткуда Прота бросается на нее на полной скорости, чтобы попросить ее выйти за него замуж, в результате чего она жестоко пнула его и бросила на пол. После этого Эванджелина признается Карин, что оставила на ее столе сильнодействующий наркотик, похожий на шоколад, который заставляет всех, кто его употребляет, говорить только правду в течение 12 часов. Узнав об этом, мы видим, как Карин волнуется и думает о том, как ей стыдно за это. Однако все, что она, кажется, произносит в уме, она комментирует вслух, показывая Эванджелине, что она тоже принимала наркотик. После этого Карин выбегает, чтобы найти Тату, чтобы остановить его. Именно тогда мы видим, как парень в восторге подходит ко всем своим партнершам, чтобы признаться в любви каждой из них, что, очевидно, приводит к большому замешательству среди всех девушек. Однако в каждом случае прибывает Карин, чтобы раскрыть им правду и остановить мальчика. Вся эта ситуация доходит до того, что Эль Прота признается в своей любви другим мужчинам-агентам и даже гостям, пока в конце концов его не останавливает Эванджелина, которая использует его в своих целях. Магия, чтобы перенести его, а не подальше от других. Ниже мы можем увидеть мальчика вместе с Карин, запертых в особом измерении, которых наказывают как учеников из-за их плохого поведения. Именно там мы можем увидеть, как Карин изо всех сил сосредотачивается, чтобы не признаться Проте, что она ему тоже нравится. Однако, как только парень начинает понимать, что она не в себе, он начинает действовать. Выражая все, что ему в ней нравится, Карин почти уступает его словам, из-за чего в конечном итоге убегает, поскольку считает, что ее гордость не позволит ей испытывать любовь или привязанность к Тауте. После этого, увидев, как Прота преследует ее, она решает развернуться, чтобы сразиться, переодеваясь в процессе и показывая, что находится в фантастическом измерении. Поэтому они продолжают сражаться долгое время, пока в определенный момент Прота не использует одну из своих способностей, чтобы раздеть ее полностью, заставляя это остановиться. Именно здесь парень настаивает на том, что он ему действительно нравится и хочет, чтобы он сражался рядом с ним вечно. Однако в этот момент Карин признается, что ей на самом деле нельзя доверять, комментируя, что в прошлом она дошла до того, что предала своего учителя, которого обожала даже больше, чем он той самой Эванджелин, причина, по которой она явно решила повеситься. Именно там она узнала, что она бессмертна и что она была наказана таким образом за предательство Бога. Затем девушка восклицает, что мир полон противоречий и страданий, и что она не понимает, как Эванджелина может заботиться о таком несовершенном клоне, как он. Однако, услышав это, Прота признается ей только в том, что, несмотря на ее резкие слова, любит ее. После этого он начинает выражать прямо противоположное тому, что она думает, упоминая преимущество бессмертия и восклицая, что он будет использовать свою вечность, чтобы спасти мир. За что ему очень благодарна, он просит, чтобы она сопровождала его в его миссии. После этого мы видим, как Карен изо всех сил пытается сдерживать свои мысли и не раскрывать парню своих чувств, но когда она снова собирается сдаться, мы видим, как иллюзия разрушается, возвращая нас в реальный мир перед Эванджелиной. Именно там Карин узнает, что шоколад, который она съела, не содержал никаких лекарств, поэтому все ее усилия в течение последнего часа были совершенно напрасными, и что ее чувства были абсолютно искренними, в результате чего она встала в полном шоке и молча ушла. Ниже мы увидели, как Кари и Кири купаются в горячих источниках, разговаривая о Тауте, как вдруг их прерывают Мисора и Синобу, которые прибывают, таща туда Прота. И все это с целью применить трюк с повторным мытьем его спины 50 раз. Когда он добирается так далеко, его раздевают догола и бросают в воду, где он приземляется на Карин и Кири, случайно задевая их. В результате чего они расстраиваются и бьют его так сильно, что отправляют в полет.
И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которое будет частью второй. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если ты хочешь поздравить в одном из видео или хочешь порекомендовать мне аниме, чтобы подвести итог в следующем видео, подписывайся на меня в Instagram, который будет по ссылке в описании, и я добавлю, что это очень важно. В комментарии исправлено, так как очень скоро я буду приветствовать всех, кто последует за мной туда. И не говоря больше ни слова, Пинья Кола прощается.